Всем привет! С вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кому вы очень нужны? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться на личный расклад, телефон в описании к видео и в комментариях. Итак, что же за энергии сейчас у вас преобладают? Вы мне показываетесь, знаете, вот человеком, который довольно сильный. Вы сильный не только физически, вы сильный душевно, да, вот морально. Вы очень выносливый человек. В вашей жизни было очень много неприятных ситуаций, которые вы очень стойко, да, вот именно как волевой, сильный человек, вы это очень стойко все переживали. Сейчас у вас проигрывается состояние абсолютного одиночества. Ну как абсолютного, да, вот в глубине души вы чувствуете себя одиноким. Кто-то, может быть, чувствует никому не нужным себя, да. Особенно те, у кого проигрывается, что вот недавняя потеря была, да. Здесь, скорее всего, вот проигрывается потеря семьи. Семья осталась уже где-то там, где-то в прошлом, да, вот в памяти осталась. Но опять же, вы все чаще возвращаетесь к воспоминаниям. Я не вижу движения вперед, я не вижу какого-то особого такого развития. Плюс я вам скажу, что вот эти вот ваши мысли о прошлом, самобичевание такое, я уже не раз говорила в своих видео, они до добра не доводят. Это будут проблемы и в новых отношениях, да, вернее, вы даже не достигнете этих новых отношений, вы не сможете их построить, потому что ностальгируете еще по прошлому. Это такой момент, особенно я вот сейчас делаю акцент на тех, у кого свежие душевные раны. Это момент состояния такое, когда хочется выйти на Луну, да, вот в переносном смысле, понятное дело. Это когда хочется просто, знаете, вот лежать, смотреть в одну точку, когда нет аппетита, нет сна, нет настроения, вообще ничего не хочется. У некоторых, опять же, это может остаться уже в прошлом такое состояние, да, вот вы уже это все пережили, все прошли. Единственное, что вот бередит вашу душу, это дети. Вот связь с детьми, это, конечно, ваше все. Дети, это, наверное, тот самый якорь, который сейчас, на данный момент, который держит вас еще более-менее на плаву. Потому что вы хороший отец, вы вообще всегда были заботливым, порядочным мужем. Я не могу сказать, что вот эти пресловутые леваки, которые сейчас очень популярны, что они вам присущи. Да, у некоторых может проиграться, что была измена, но это измена отчаяния. Эта измена может быть, ну, назло, что ли, да, либо же измена просто потому, что вы видели, что вы уже не нужны в таком плане. И то после этой измены было какое-то, ну, знаете, как будто отвращение мерзкое, как будто, ну, реально себя в какие-то помои окунул. Это не была целенаправленная измена, даже вот у тех из вас, у кого она проиграется, потому что вы человек семейный, вы очень, ну, так, знаете, порядочный. Это воспитание скорее ваше, да? Это ваше такое, ну, мировоззрение, вы так считаете. Вас еще там, я не знаю, может быть, мама, папа научили, что семья – это святое, одна женщина – это святое, вот в таком ключе. Поэтому для вас вот изменять – это, ну, реально, это какие-то грязь, помои, да, вот мерзкое такое может быть ощущение. Опять же, говорю, это у некоторых, потому что общий расклад. Но вот состояние одиночества, оно вас, может быть, даже сейчас начинает напрягать. Особенно это касается тех, кто, ну, более-менее давненько разошелся, уже какой-то период прошел, когда страсти уже чуть поулеглись. Вы понимаете, что вы не видите вокруг себя достойной женщины. Ну, для того, чтобы как минимум хотя бы стабильные отношения, да, вот начать. Романчики я не беру во внимание абсолютно.
Вот этот момент вас может даже угнетать, и вы все больше задумываетесь, а как же будет дальше, да, вот житие-бытие, как жить дальше одному, если достойной претендентки нет. Такие девочки-пустышки, продуманные, корыстные, со звездой во лбу и с короной на голове, да. Ну, то есть, вот именно личная жизнь, конечно, оставляет желать лучшего. Далее. Вы человек очень трудолюбивый, абсолютно не боитесь никакой работы. Причем, вы знаете, вы такой аккуратист, который даже вот, ну, к примеру, вы что-то там делаете по дому, да, вот там, может быть, строите, ремонт делаете вот своими руками, то вы стараетесь даже там, да, казалось бы, там, где цемент, бетон, там кирпичи и так далее, вы стараетесь, чтобы это как-то было аккуратно, да, чтобы не наляпать, там краской не вымазать ничего. То есть вы стараетесь даже там поддерживать порядок, где его довольно тяжело поддержать. То, что касательно дома, это вообще, это ваш пунктик. Настолько такой педантичный, скорее, подход к чистоте, да, вот к порядку. Каждая вещь должна лежать на своем месте. Все должно быть чисто, вымыто, да. Вы вплоть до того, что вот придете домой уставший, и вы там перемоете, там, я не знаю, постираете, уберете и так далее. Вы не из тех мужчин, которые будут оставлять горы посуды немытой в раковине до утра. Вот вы будете в полумертвом состоянии, уставший, но вы это все перемоете, вы уберете. Проигрывается еще любовь к животным. Вот четвероногий друг – это тоже в каком-то смысле реальный ваш друг такой. Вы скорее с детства даже любите вот этих самых животных, да, у кого-то это котики, собачки, да, у кого-то тараканы, это ж такое дело, без этого никуда. То есть вы такой, знаете, человек, который готов пригреть, обогреть всех, не только животных, но и людей, конечно же. Вы всегда протянете руку помощи, кому это потребуется. Даже, может быть, вот, ну, к примеру, на работе. Если вы с человеком особо так не общаетесь, но знаете, что какая-то беда там случилась у коллеги, допустим, вы всегда там то ли денежкой поможете, то ли еще какую-то помощь свою предложите. Ну, то есть вы такой бескорыстный человек, вы все делаете от души, помогаете от души, делаете от души. Ну и, к сожалению, за это и получаете по жизни, да, потому что, к сожалению, это не ценится. Еще такая ваша большая страсть – это природа. Вот природу вы обожаете, да, там у кого-то это рыбалка, охота, шашлыки, вот, знаете, сам воздух, вот когда в лес, допустим, заходишь в парк, в лес, ну вы от этого кайфуете, вы как будто подзаряжаетесь новой энергетикой. Поэтому, знаете, еще может проиграться, что некоторые из вас как раз и уединяются где-то на рыбалке, может быть, в лесу, ходите просто вот даже один прогуляться, просто чтобы поразмыслить, набраться сил, да, той же энергии от солнца, от деревьев. Вот, ну, кайфуете вы от этого. Вот даже какой-то кайф от одиночества может у некоторых испытываться. Итак, давайте-ка разбираться, какая же женщина пришла к нам на расклады, кому вы очень нужен, да? Мне прям самой интересно. Ну, из своей такой вот самоизоляции вы скоро выйдете, я могу вас обрадовать. Рядом с вами есть женщина, я, как всегда, люблю вас интриговать, да, вы потом мне пишете, что вы снова не уснете. Ну ничего, отоспитесь, еще будет время, отоспимся где-то там, далеко, да, понимаете, о чем я говорю. А сейчас нужно кайфовать, драйвовать и так далее. Смотрите, женщина вокруг вас, обитающая, да. Я не буду говорить определенное место, потому что вас много, это общий расклад. Говорю просто приблизительную ситуацию и описываю, что, как и к чему. Эта женщина довольно умная. Она, кстати, может быть даже связана с образовательной сферой. Либо же она сама по себе любит читать, любит, ну, самосовершенствоваться, что ли. Вот она такая
всезнайка, да, вот она очень любит, может быть, даже ролики, видео она смотрит какие-то познавательные. Она всесторонне развитый человек. Она скорее полуночница, она больше, ну, любит, да, вот даже когда она смотрит, либо читает, какими-то делами занимается, вот она это ночью делает, вот она поздно ложится спать. Она, она внешне может даже казаться такая, ну, как называют их обычно, ботанка, да? Она может казаться даже, ну, похожа на учительницу, что ли. Я не исключу, даже если, может быть, она даже в очках реально ходит, да, но здесь не написано, но почему-то мне пошла такая информация, что вот выглядит она как какой-то научный сотрудник, учительница, да, такая может быть некая строгость. Вот именно строгость во взгляде, во внешности. Хочется сказать, ну-ну, да, мальчик, так не делай. Вот она такого плана, вот поучающая такая дама. Эта женщина одинокая, что немаловажно и для всех вас. Какая она еще? Знаете, она очень такая простая на самом деле. Хоть кажется, внешне, может быть, она какая-то холодная, неприступная, она очень простая. Я не скажу, что она какая-то королева красоты, я не скажу, что она там супер-пупер, может быть, у нее фигура самая обычная, да? Но эта женщина, вот она простая. Обычно таких женщин выбирают в жены, ну часто выбирают в жены, потому что она хозяйственная. Она очень такая экономная, бережливая в каком-то смысле. Она не будет себя выпячивать. Единственное, вот не повезло ей с мужчинами. Вот как-то очень мало в ее жизни было мужчин. Может быть, опять же, сказывается, ну, не супер классная внешность. Да, вот обычная женщина, среднестатистическая, не какая-то раскрасавица. Может быть, сказывается ее грозный вид, да, потому что когда женщина грозно выглядит, то, естественно, мужчины, ну, побаиваются подойти, даже познакомиться. Опять же, здесь может быть разная ситуация, разные варианты. Но на самом деле, вот она, как человек, она очень хорошая, она порядочный человек. Она, вот видите, она ищет любви. Но вот как-то давненько, я так смотрю, у нее, похоже, давненько не было отношений, потому что она, лишь бы с кем она не свяжется. А вот вас, когда она видит, да, я опять же не буду привязываться, где видит, вот она как будто влюбилась в вас. Вот влюбилась просто как девчонка. Вот это, казалось бы, ну такая простенькая серая мышка, да, назовем ее так. Вот она влюбилась и понимает, что другие мужчины ей не нужны. Настолько вот она наивная, доверчивая какая-то, да. Она с вами толком даже не познакомилась. Но вот она ходит и, знаете, вот тихо, тихо влюбленная такая женщина, девочка, хочется даже сказать. Она, конечно же, не будет бегать за вами. Она, конечно же, не будет как-то выпячиваться, да она особо этого и не умеет. Но ей очень хочется быть с вами, вот чтобы вы были ее мужчиной. Естественно, она мечтает, как любая женщина, чтобы вот вы ее сами заметили и сами сделали первый шаг. Поэтому я сейчас вам говорю, проанализируйте. Может быть, где-то обитает, у кого-то это по соседству, у кого-то на работе, у кого-то там, я не знаю, у родителей во дворе, да, у родственников, где угодно это может быть. У кого-то это может быть действительно там продавец в магазине. Опять же, это может быть абсолютно разный вариант. То есть вы с ней немножко знакомы. Я еще вас немного заинтригую. Вот немножечко вы знакомы. Ей очень хочется, чтобы вы сделали первый шаг. Я еще раз повторяю. Она как будто вот ждет, она мечтает, да, чтобы наконец-то вот вы ее заметили. Я вам скажу, что она может даже как-то, ну это, ну не знак такой, она может, когда вас видит,
ну, либо же в короткое какое-то общение с вами, она может прихорашиваться. Ну, знаете, как это обычно делают женщины? Прическу поправляет, там еще там что-то, может быть, кофточку поправляет, да? То есть она хочет перед вами красиво выглядеть. Это у нее происходит, ну, как-то так спонтанно, она даже это не замечает, но так рефлекторно уже происходит, вот она так прихорашивается. Я даже не исключаю, если вы снитесь по ночам, потому что она о вас думает и в темное время суток. Женщина, которая, вот знаете, она, поскольку она такая простенькая и небогатый у нее личный опыт с мужчинами, я не могу сказать, что она очень опытная. И в том же интиме, да, и в том, как себя вести с мужчинами. Но это не говорит о том, что она какая-то там, ну реально плохая, там ботанка, как угодно называйте. Это всего лишь человек, ну не так много, может быть, общался с мужчинами, не так много встречался, да, может быть, ее родители не научили, как себя вести в отношениях, да. Здесь может даже проигрываться ситуация из детства, если она, допустим, выросла без отца, да. Очень часто вот в неполных семьях девочки, но они не очень-то умеют общаться с мужчинами. Отсюда и проблемы, потому что они не видят модель поведения между мужчиной и женщиной. Да, где-то они черпают там на улице, в интернете, где угодно, подружки, но в принципе вот в семье ей не привили. Это тоже может проиграться. Давайте посмотрим, все-таки будет у вас что-то с ней или нет. Видите, у вас с ней даже дом может быть, у вас карта дома выпала, то есть это может быть семья, это могут быть стабильные отношения, кто не захочет, допустим, семейные узы снова на себя отягощать. Но вы у нее ассоциируетесь, вот именно видите, карта защитника у нас выпала. Вы для нее еще мужчина, который сильный, за которым можно быть как за каменной стеной. Я не хочу уже в 101 раз повторяться, но все-таки для гостей канала и для новых подписчиков я повторюсь все-таки. Женщины интуитивно чувствуют мужчину энергетически. Вот именно силу мужчины чувствуют. К такому мужчине тянутся. Это происходит абсолютно неосознанно, да? Вот это идет, ну реально из подсознания. Ты смотришь на мужчину, и ты понимаешь, что вот за ним можно быть, как за каменной стеной. Поэтому вот она видит в вас ту самую каменную стену, которой вы можете стать. Поэтому, ребят, обратите внимание еще так, подумайте, хватит спать, кто засыпает, просыпайтесь, промониторьте, вот продумайте, есть ли в вашем окружении подобная женщина. Еще раз говорю, она простенькая, она не яркая, она себя не выпячивает, она может быть холодновата внешне, но она тайно влюблена. Вот такая тайная поклонница, которой вы очень нужны. Потому что ей очень не хватает надежного, сильного мужчины, с которым можно было бы строить дом, растить детей, да, и быть вместе счастливым. Поэтому подумайте на досуге, на сон грядущий. А на сегодня все. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!